Приветствуем наших подписчиков и гостей канала Эзотерика для тебя, друзья. Мы вас всех приветствуем в изобилии и достатке. Сегодня в этом видео уделим внимание денежным дням стрижки волос в марте 2024 года. Обязательно просмотрите это видео от начала до конца, потому что мы дадим очень много полезной, важной и нужной информации. Кроме того, возьмите ручку, листок бумаги и запишите эти даты, потому что будут не только денежные дни, но и дни, когда не стоит вообще что-либо делать с волосами. Зачем вам это? Кроме того, друзья, прямо сейчас в комментариях напишите слово «деньги», и Вселенная обязательно пошлет вам новые материальные потоки в марте 2024 года. Если вы желаете, прямо пропишите «деньги», март 2024 и напишите ту сумму, которую вы бы хотели иметь или вы желаете. Только не надо писать какие-то заоблачные цифры. Вы должны понимать, что вы должны научиться работать сначала с небольшими суммами, а потом постепенно, когда вы поймете вот эту механику, как работают энергии, высшие силы, у вас тогда все будет получаться, девочки и мальчики. Ну а мы с вами начинаем. Как вы знаете, волосы каждого человека обладают достаточно сильной энергетикой, поэтому к ним нужно относиться очень бережно, потому что они способны как наделять человека силами, устанавливая со Вселенной связь, так и способны отдать силу данного человека, попав не в те руки или когда с ними происходят неправильные манипуляции в не тот момент. От этого будут также ослабевать энергетическое поле человека. Сильные, красивые, ухоженные волосы способны защитить человека не только от неблагоприятного этапа в его жизни, но и от негативных людей и разрушительных событий. А вот слабые, волосы, которые быстро жирнеют, неухоженные волосы не только не могут помочь своему владельцу, но и будут притягивать к нему негативные энергии. Еще в таком состоянии они могут находиться и тогда, когда будут указывать человеку на то, что он подобрал где-то сильный негатив, а возможно и то, что на него наслали порчу. Не стоит жалеть денег на то, чтобы укреплять свои волосы, делать их намного сильнее. Они должны быть крепкими и сильными, ведь от этого напрямую зависит и сила вашего энергетического поля. И вот наши предки передали нам многие учения для того, чтобы помочь нам справиться с тем, что может произойти в жизни, а также для того, чтобы уберечь нас от необдуманных поступков, действий и событий. Наши предки редко стриглись, так как считали, что длинные волосы способны оказать человеку большую силу, а коса, в которую они были заплетены, уберечь от темных сил и сущностей. Когда женщина шла в то место, где было много людей, она никогда не распускала волосы, так как в этот момент ее было легко сглазить и испортить ей жизнь. Когда в таком случае плетется коса, нужно проговаривать следующие слова: «Косу плету, все беды и взгляды плохие отгоняю, себя защищаю, влиять на себя не позволяю». Так вы будете под сильной защитой до тех пор, пока не расплетете данную косу. Не стоит давать трогать свои волосы и окружающим людям, так как они могут отобрать у вас энергетическую силу. Недаром ведьмы никогда и никому и ни при каких обстоятельствах не дают прикасаться к своим волосам, ведь они, как никто, понимают, какая сила в них заключается. Волосы для женщины означают сексуальность, красоту, мудрость, а вот для мужчины силу и успех. С волосами, как вы знаете, много народных примет, которые не стоит игнорировать, чтобы потом не переживать, что с волосами начались какие-то проблемы. Женщинам, запомните, нельзя стричь волосы своему мужу, так как такое, казалось бы, безобидное действие способно наполнить вашу жизнь проблемами, бедами. Если это будет проделываться не разово, это приведет к тому, что ваша семья распадется и не получится ее сохранить. Мужчинам нельзя стричь своих жен, так как таким действием вы притянете в семью измены и неприятности. Нельзя стричь волосы и самому себе, потому что таким действием вы меняете свою судьбу не в наилучшем направлении. А если будете это делать постоянно, то укоротите свой жизненный путь. Остригая челку, вы притянете проблемы со второй половинкой. И если у вас нет второй половинки, значит, одиночество будет преследовать вас на протяжении долгого периода времени.
Не стоит беременным женщинам стричь волосы до родов, так как это способно ослабить энергетику, и у вас не будет сил беречь себя и своего ребенка. А вот длинные сильные волосы сделают энергетику мощной, и к матери с ребенком не сможет подобраться ни один недоброжелатель, а также ни одна сущность, которая способна будет навредить. Не стоит стричься женщинам и в период менструального цикла, так как это способно ослабить энергетику, и если у женщины есть тесная связь со Вселенной или какие-то экстрасенсорные способности, то может лишить ее этого. Если в вашей жизни произошел трудный жизненный этап, либо же вам пришлось пережить какую-то беду, нужно обязательно состричь волосы, чтобы оставить негатив, который пришел в вашу жизнь, позади и быстрее справиться с данным периодом. Чем короче волосы вы острижете, тем быстрее хорошие и светлые энергии придут в вашу жизнь. Не стоит выбрасывать мужские волосы в воду. Такое действие притянет потерю волос, и у мужчины начнут появляться залысины. А если волосы выброшены в пятницу, мужчина может и вовсе облысеть. Если женщина выбросит свои волосы в воду, она притянет неприятные изменения в своей судьбе. Если волосы мужчины или женщины будут выброшены в стоячую воду или в болото, это приведет к тому, что волосы перестанут притягивать светлые энергии, и разрушительный негатив окружит данного человека, что испортит его жизнь и наполнит проблемами и бедами. Нельзя и выдергивать седые волосы. Это приведет к тому, что ваше биополе ослабнет, и вы подберете любой негатив, который в этот день встретится на вашем жизненном пути. Если у вас будут спутанные волосы, это приведет к тому, что вы потеряете мудрость и не сможете осуществлять задуманные планы. Если вы станете на волосы, которые сами вычешете, то вы притянете неприятности. А если станете на расческу, на которой есть волосы, вы можете привлечь депрессию. Если ваши волосы украдет птица и занесет в гнездо, то знайте, что это приведет к тому, что у вас будут сильные мигрени, а страхи будут ходить за вами следом. А если будете оставлять на расческе волосы, вы наполните свою жизнь бедами. Если с этой расческой украдут еще и волосы, с легкостью нашлют на вас порчу. Если у вас появилась перхоть, нужно обратить внимание на свое финансовое положение, потому что могут произойти крупные денежные траты. Поэтому проведите ритуал, который поможет вам притянуть больше денежной энергии в вашу жизнь. Если у вас начали сечься концы у волос, это означает, что возле вас находится недоброжелатель, завистник, который оказывает на вас негативное влияние. И волосы принимают это первым делом на себя. Поэтому вам нужно срочно пересмотреть свое окружение, чтобы выяснить, кто на вас так влияет, пока не оказалось поздно и не возникла ситуация, от которой не получится избавиться. Если вы будете ложиться спать с мокрыми волосами, это притянет в вашу жизнь сплетни, скандалы и склоки. Также среди ночи к таким волосам могут прицепиться темные сущности, которые скажутся на образе вашей жизни, и вы станете ленивы, развратны, а также потеряете все то прекрасное, что было в вашей жизни. Если у вас кучерявые волосы, это означает, что вы счастливица, что счастье любит вас и будет ходить следом. Если будете выпрямлять волосы, лишитесь его. Женщины, которые имеют прямые волосы, способны притягивать в свою жизнь удачу и успех в большом количестве. Часто это бизнес-леди, которые способны организовывать свой прибыльный бизнес, поэтому не стоит их часто подкручивать, если желаете, чтобы эти энергии не ушли от вас. А вот для того, чтобы снять весь негатив, который вы собрали за день, обязательно нужно причесывать волосы на протяжении 3 минут перед свечой белого цвета, проговаривая в это время такие слова. Негатив расческа собирает, его от меня убирает, он на меня не влияет, неприятностями жизнь мою не наполняет. Когда проделаете это простое действие, промойте расческу, после чего свечу затушите. Если вы на себе найдете чужой волос, это означает, что вас ожидает приятный жизненный этап. Если это будет рыжий волос, значит любовь придет в вашу жизнь. Семейных людей ожидает сюрприз, который безумно порадует. Если черный волос, значит успех придет к вам. А вот если белый волос, значит счастье приумножится в вашей жизни. Если волос будет коричневый, это означает, что в вашей жизни появится покровитель, который поможет сделать жизнь более разнообразной.
Если волос длинный, и любой из этих этапов, к сожалению, затянется. Если короткий, значит будет одноразовым. Если у мужчины в жизни неприятности, ему нужно подстричь именно кончики волос. Когда это будет происходить, нужно трижды сказать такие слова: неприятности, неудачи с кончиками волос прочь уйдут, негатив влияния на меня, или вы в этот момент можете проговорить имя, потеряет, новый этап в жизнь придет и успех привлечет. Проделав это, неприятности уйдут, а радостные события начнут приумножаться. Если на мужчину наложили порчу, ему нужно остричь коротко волосы и одну прядь обязательно сжечь, проговаривая такие слова: прядь сжигаю, порчу отгоняю, она на меня, или проговаривайте имя, не влияет, бедами не окружает, энергетику не разрушает. Потом, когда прядь догорит, подуйте на нее, при этом скажите такие слова: дым летит к тому, кто порчу наслал, и ему возвращает то, что мне желал. Так вы избавитесь от того, что оказало на вас влияние, и вернете данный посыл тому, кто его вам отправил. Ну а для того, чтобы не разрушить свою жизнь, не оттолкнуть сильной энергии, не лишиться жизненной силы, важно стричь волосы, придерживаясь правил. Ни в коем случае нельзя стричь волосы после захода солнца. Не стоит забывать, что стрижка способна изменить судьбу и порой даже характер, что может быть как полезным, так и нет. Если вы посетите парикмахера в понедельник, это поможет вам кардинально изменить свою жизнь в лучшую сторону, оставить все ваши проблемы, недопонимания с окружающими людьми позади. Если вы покрасите волосы в этот день, то вы притянете в свою жизнь то, о чем в этот момент будете желать от чистого сердца. Но для этого нужно во время покраски визуализировать ваше желание. Если во вторник, то таким действием возобновите свое энергетическое поле, уберете всю усталость, у вас появятся новые идеи, то, за что вы будете браться с этого дня, будет получаться у вас с легкостью воплощать. Такой день очень хорошо стричься тем, кто находится в поиске работы, или же тем, кто хочет сменить работу, которую имеет в данный момент. Если покрасите в этот день, то вы сможете познакомиться с хорошим человеком. Если желаете найти вторую половинку или желаете найти хорошего друга, такая покраска для вас. Если желаете притянуть в свою жизнь благополучие, а также окружить себя светлыми энергиями, подстригитесь в среду. Покраска поможет сделать жизнь успешной. Если вам нужно совершить выгодные покупки, подписать контракт, попробуйте, результат вам обязательно понравится. Четверг поможет стать человеку более уверенным в своих силах, а также благополучным. Если у вас есть денежные проблемы, этот день поможет вам от них избавиться, и вы сможете значительно улучшить свое финансовое положение. Если покрасите волосы в этот день и пожелаете укрепить связь с денежной энергией, у вас с легкостью получится это сделать. Но притягивая деньги, вы должны проговаривать искренние слова, которые идут от души. Обманете на долгий период, разорвете с ней связь. Если вы где-то оступились, совершили неправильный поступок, вам нужно подстричь волосы в пятницу, проговаривая такие слова: все, что совершила, изменить хочу, шанс для этого прошу, энергии нужные ко мне придите, и мне это ускорить помогите. Вы увидите, как у вас появится шанс, но главное, не упустите его. Если покрасите волосы в этот день, вы притянете в свою жизнь то, что нужно вам именно на данном этапе. В субботу нужно стричь волосы тем, кто хочет оздоровить волосы, начать излучать страсть, красоту, а также тем, кто хочет окружить себя добрыми и отзывчивыми людьми. А вот краситься в этот день точно не стоит, так как вы можете перекрыть сильные энергетические каналы, которые неблагоприятно скажутся на уровне вашей жизни. Воскресенье – это неудачный день для стрижек. В этот день вы можете прогнать из своей жизни благополучие, стабильность, деньги, любовь и счастье. Не стоит в этот день и окрашивать волосы. Это притянет в вашу жизнь проблемы, а также недопонимание в кругу семьи. Обращаем ваше внимание, это мы с вами основывались именно на народные приметы. Теперь давайте поговорим о самых благоприятных днях для стрижки волос в марте 2024 года. И это будут, друзья, это 13, 14, 17 и 26 марта. Кроме того, хорошо будет стричься, когда Луна будет в Стрельце. Это 3, 4, а также 30 и 31 марта.
Когда же делать денежную стрижку в марте 2024 года? Первыми благоприятными днями станут 5 и 6 марта. Следующие денежные дни стрижки волос в марте — это 13 и 14 марта. И следующая дата, запишите, друзья, это когда Луна будет в знаке зодиака Лев, это 20 и 21 марта. Далее, не стригитесь 10 и 25 марта. Это у нас с вами дни новолуния и полнолуния. Далее, какие неблагоприятные дни для стрижки в марте? Запомните или запишите. 1, 2, 9, 17, 18, 19, 27, 28 и 29 марта. В эти дни, друзья, мы с вами ни в коем случае не стрижемся. Обращаем на это ваше особое внимание. Теперь вы знаете, когда вам лучше подстричься. Пожалуйста, спланируйте именно март 2024 года. У нас сами и насыщенный, достаточно будут интересный. Мы еще далее более подробно в других видео об этом поговорим. Прямо сейчас ставьте лайк, друзья. Кто спрашивал, как нас можно отблагодарить, поддержать, друзья, есть ссылка в описании. Любая помощь от вас нам будет приятна. Ну а прямо сейчас на экране, друзья, вы видите 2 всплывающих окна. Это следующее рекомендованное видео для вас. Нажимайте на то видео, которое вам на интуитивном уровне понравилось больше, и смотрите. Друзья, всех вам мыслимых и немыслимых благ. Услышимся с вами уже буквально в следующем видео.